Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Волкер, и я снова в строю. В общем-то, перед началом видео хотелось бы вам сказать, то, что ролики будут выходить теперь по расписанию, то есть раз в неделю, либо же раз в 3 дня, где-то так. Также стримы будут также проводиться тоже по расписанию. Теперь я составлю и опубликую в телеграм-канале своем. Ну, а все, начинаем, в принципе. Приятного аппетита, кто кушает. Ну и так вот, в общем-то, Шотландия была для своего времени, грубо говоря, как малая такмачка из-за своего горного рельефа, национального духа. Ну и, конечно, очень главный минус был — это разделенность на кланы, можно сказать. Грубо говоря, как у пиктов было. Они, кстати, наследники пиктов, как по мне. Потому что раньше на их месте были пикты. Ну да ладно. В общем-то, главные враги Шотландии была Англия, разумеется. Они вместе с Францией бились с ней очень долго, вплоть до 1560-х годов. Но уже к 1707 году ее присоединили дипломатическим путем, так же, как и королевство Арагон. Но только тут отличается. Тут через парламент это все сделали, а там через дипломатический брак между Кастилией и Арагоном. В общем-то, что я хочу сказать. Грубо говоря, Англию жестко ебали без вазелина. Именно Шотландия. Ну и вот, в общем-то, начинаем. Итак, в общем-то, наши цели. Первое — это начать колонизацию. Почему же колонизация? Потому что в реальности, когда Шотландия начала колонизацию, она обанкротилась на этом. И это стало одним из кирпичиков, почему ее присоединили. Вторая цель же — это сформировать Великобританию и забрать все территории Соединенного Королевства. Да. Ну и все получается. Я решил заключить союз с Голландией, попробовать и Францией, но Франция мне отказала. Я решил еще раз попробовать. И она в этот раз согласилась. Я думал, она меня позовет в войну, но решила она меня не звать все-таки. И я попусту взял долги, сделал корабли. Зачем же я сделал корабли? Я, короче, хотел взять на перехват армию англичан и зажать их. Но англичане сдали в свои территории Франции быстро очень. И я начал молиться буквально, чтобы они не начали войну против меня, потому что я собрал, конечно, 9000 солдат. Но сами видите, я боялся то, что я не сдюжу, так как у них слишком много солдат. И вообще финансов у них больше, чем у меня. Также я начал быстренько вкачивать свои всякие перки, и тут началась война. Что-то там у Англии была война, началась с Голландией. И я напал с тыла именно на Йоркшир. Я хотел забрать сначала территорию Йоркшира и потом подойти к Лондону, забрать территории, на которых 20% баф к защите. И там разбить англичан. Но мне повезло, я смог перехватить с помощью флота армию англов. И они проебали всю армию. Таким образом, и я начал штурм Лондона. Да. Мне повезло еще то, что Голландия решила заключить союз с Англией и напасть на Фландерсы. На Фландрию, во. И мне, в общем-то, повезло. И я решил быстренько захватить все территории, чтобы она не смогла логистику свою подправить, и также порезать ей доход, чтобы она не могла брать много долгов. Ну и, кстати, Англия тут могла выбраться спокойно, если бы взяла кучу долгов и заспавнила 10 тысяч солдат, то я бы тогда не сдюжил. Да. Ну и вот, в общем-то, я забираю 3 провинции, даже 4, учитывая Island of Man. И я пошел помогать Голландии, моему единственному союзнику в этом мире. Дальше я решил пересмотреть свою экономическую систему и начать
захватывать Ирландию. Почему я в Ирландию пошел? Да, чтобы за время мира я смог окрепнуть, у меня экономика была получше. И еще, что я заметил, то что чего я раньше не замечал. Это лучше отдавать приоритет территориям с хорошими ресурсами. У вас есть карта, то есть ресурсов, и на них лучше зацикливаться. Ну, тут меня втянули в войну довольно такую посредственную. Я решил из нее выйти по-быстрому. Я вышел, можно сказать, и дальше продолжил свою экспансию в Ирландию. Но у меня в планах было захватить вот эту вот всю верхнюю часть, чтобы увеличить свой армейский лимит. Потому что я боялся возвращения Англии панически. Я, кстати, затупил вначале. Я мог, получается, освободить пару наций. То есть это Уэльс и еще что-то там. В общем-то, и мне пришлось еще вмешаться в войну. Я не понимаю, в чем мне Голландия постоянно войну зовет какую-то. Мне это не нравилось, но я не мог предать своего единственного союзника. Да. Кстати, я вот планирую, наверное, колонизировать Северную Америку, да. А вернее, пролив Гульфа или как там. Ну, который сверху, вы поняли. Кстати, насчет новых роликов, как я говорил, расписание войдет в силу именно со следующей недели. То есть сейчас у меня суббота, и с понедельника оно войдет в силу. Там пока опрос идет. Кстати, вот вы голосовали за идею у меня про викингов, именно восстановить империю викингов. Я тут пересмотрел свои знания и удивился, то что, оказывается, викинги пошли не от данов, а от норвежцев. И поэтому Дания в голосовании, которая была, заменяется на Норвегию, потому что, ну, я не хочу сильно так бедокурить, так сказать. Кстати, я напал еще раз на Англию. И если вы хотите, чтобы я все-таки за Данию поиграл, мы будем где-то 200 лет выживать, то милости прошу в комментарии, либо же в мой телеграм-канал. Это чисто такой вайбовый ролик будет, потому что здесь особо нечего рассказывать. Хотя повоевал я знатно здесь. Ну вот, в общем-то, я забрал где-то 25% Англии в этой войне, и мне оставалось еще забрать 40. Нет, эти же 25, да. Я буквально имею сейчас у себя 60%. Где-то, либо 65. Нет, даже 70. В общем-то, я решил направить свои войска для помощи Нидерландам. Кстати, и также подкачать Manpower Recovery, потому что я по табу видел то, что я сильно отстаю по армии. У Шотландии минус то, что когда вы играете на ней, у вас армии меньше, чем у той же Англии, если она захватит все территории. И это нужно очень долго постройки ставить все эти и так далее. Да. И вот еще. Я вот что подумал. Может, вы какие-то игры знаете, которые можно постримить? Если да, то напишите. Так мы пока занимаемся бесполезной войной с Арагоном. И, кстати, у меня к этому времени сервак весь сдох. Серьезно, я поэтому и ливнул быстро. То есть... Ну, вы поймете, когда я доиграю, конечно. Да, я вот думаю, в учебное время будет сложновато делать ролики, возможно. Хотя времени вы этого много. Ну да ладно, это вас заботить не должно. Я, в общем-то, собрался забрать эти острова и Исландию.
Айсленд. Я, кстати, постоянно путаю Гренландию и Исландию. Хз, с чем это связано. Ну, в общем-то, я забрал все территории, нужные мне. И мне оставалось только продолжить свою экспансию в Ирландию и Англию. Да. Это наш триумф, так сказать. Кстати, вот для людей, которые будут играть на Шотландии, я вам очень сильно советую брать долги с самого начала игры и в этом, где, короче, политические всякие идеи и так далее, понижать выплаты по долгам после того, как вы наберете максимальное количество. Вы, во-первых, не обанкротитесь быстро, и во-вторых, у вас будет фора, так сказать, по деньгам. Я в свое время, когда участвовал на турнире, на втором этапе все завалил на Дании из-за того, что я бы обанкротился рано. Я, кстати, Кале забрал. Надеюсь, Франция меня за это не отъебет. В общем-то, мы сделали Великобританию, и я решил уже начать колонизацию. Во-первых, Гренландию колонизировать, а во-вторых, USA. Вернее, часть Канады современной. Ну да ладненько. В общем-то, я проиграл задание из-за того, что я слишком быстро платил долги. Ну, а мы достигли всех целей с вами, ребята. Ну и на этой прекрасной ноте я прощаюсь с вами. Приятного аппетита, кто кушал, и спокойной ночи. Бай-бай.